Привет, друзья! Догадайтесь, где мы сегодня находимся? Ну, пожалуйста. Что, непонятно? Сложно? А так, понятно? Да, господа, мы находимся в Рязани. Автобус-мастер утверждает, что здесь ездят крутые пригородные икарусы 250 и 256. Вот мы и попытаемся их словить. Кстати говоря, здесь до сих пор сохраняются ЗИУ-6205. Если вы помните, в Новосибирске мы катались на таком. А здесь они тоже есть. Вот, посмотрим, работают ли они по выходным. Скорее всего, нет. Внезапно здесь на станции Рязань стоит целый ЧС-4Т. Только не спешите радоваться, это не юго-восточная машина, это машина из Вязьмы. Что она тут делает, непонятно. Уже целую неделю стоит и проходит О2. Поэтому ждать ее не будем. Скорее всего, она не поедет. Погнали отсюда. Как и в большинстве русских городов, самая массовая модель троллейбуса в Рязани – это ЗИУ-9. Вот видите его у меня за спиной. Кроме непосредственно ЗИУ-9, здесь куча различных его модификаций. Например, ВЗТ-5284. Вам, конечно, эти цифры ни о чем не говорят, ну и да ладно, это тот же самый ЗИУ-9 по сути. Снимаем, да? Да, как вы видите, с транспортом здесь большие проблемы. Примерно 80% автобусов это вот такие вот маршрутки, Vector Next. Это не автобусы, а полное говнище, если честно. Хотя их покупают только частники. А они могут покупать все, что только захотят. При этом им абсолютно насрать на внешний вид их автобусов. Вы можете видеть, что автобусы здесь почти все грязные. Они даже не думают о том, чтобы помыть их хотя бы раз в день или раз в 2 дня. Вот, например, взгляните на этот автобус. На нем такой слой грязи, что, очевидно, его мыли последний раз где-то неделю назад. Это вот троллейбус ЗИУ-9 номер 2072. В принципе, против ЗИУ-9 я ничего не имею, хотя они дико старые. Но если за троллейбусом нормально ухаживать, у него не будет таких проблем, как, например, вот это. Эй, ЗИУ! Что? Эй, ЗИУ! Что? Эй, ЗИУ! Что? Нож! Помимо старых ЗИУ-9, здесь также довольно много троллейбусов, переданных из Москвы в связи с закрытием системы троллейбуса. Вот, например, Тролль за Мегаполис. Это один из троллейбусов, который раньше работал на маршрутах 6-го троллейбусного парка.
Также в Рязани есть довольно новые троллейбусы ВМЗ 5298. Один из них вы видите у меня за спиной. Такие троллейбусы строились в 2008 году, но в принципе они и сейчас маленькими партиями выпускаются. Они здесь в довольно хорошем состоянии, в одном из них мы прокатились. Можете видеть сами. У него довольно хороший салон, не раздолбанный и аккуратный. Так вот он выглядит, этот троллейбус. Хоть подвижной состав троллейбусов здесь в основном старый, но зато троллейбусные провода в городе Рязани никому почему-то не мешают, в отличие от Москвы. Вот взять, например, вот этот перекресток. Вы видите, что на этом перекрестке можно проехать на троллейбусе абсолютно в любом направлении, потому что здесь довольно разветвленная маршрутная сеть. Да, господа, мы вот сейчас идем по проезжей части. А почему мы идем по проезжей части? Потому что вместо тротуара здесь какая-то херня. Выглядит это примерно вот так. Рядом с нами проносятся машины, фуры, но это, к сожалению, никого не волнует. Из-за того, что вместо тротуара здесь какое-то говно, идем по проезжей части. Вот такие вот пироги. Дорогие друзья, только что на этом самом месте мы дождались и сняли, наконец, автобус Икарус 256. Довольно редкий. Работает здесь на пригородном маршруте. Собственно, за ним и приехали. Про него вам расскажет автобус-мастер. Поделитесь, пожалуйста, с нами вашими впечатлениями. И расскажите что-нибудь про этот автобус. Невероятно, но факт. Мы только что сняли Икарус 256.21H. В 2001 году для нужд ГУП Мосгортранс было закуплено 31 единица данных автобусов. И примерно до 2015 года они эксплуатировались в служебных целях. В 2015 году несколько автобусов данной модели были переданы в Рязанскую область, в город Сапожок, где работать стали в пассажирском движении, в линейном пассажирском движении. Собственно, вот 3 автобуса в городе Сапожок ходят на маршрутах Рязань-Сараи, Рязань-Сапожок. И это автобус-мастер, он шарит в автобусах. Дорогие друзья, мы приехали на Черновицкую улицу. Правда, я не совсем понимаю, зачем мы сюда приехали. Может быть, нам объяснит автобус-мастер? Пожалуйста, вам слово. Зачем мы приехали в Рязань на Черновицкую улицу? А на Черновицкую улицу в Рязань мы приехали за МАЗами 107. Потому что здесь их наибольшая концентрация. Вот и все. Такой ответ вас устраивает? Конечно, устраивает. А что это такое МАЗ-107? Зачем их фоткать вообще? Ну, это крутой, длинный белорусский автобус. Достаточно редкий. Все автобусы, которые здесь есть, были переданы из Москвы. А в Москве таких автобусов уже и все. Таким образом, мы приехали на Черновицкую улицу, чтобы снять довольно редкие на сегодняшний день МАЗы-107. Это такие длинномерные автобусы производства Беларуси, которые раньше работали в Москве, а теперь несколько из них отдали сюда. Ну что же, посмотрим, удастся ли нам снять хотя бы один такой автобус. Да вот же он, смотри, едет. О, отлично, не пришлось долго ждать, шикарно, скорее снимать. И это автобус-мастер, и он крутой. Такая вот она Черновицкая улица. Из-за того, что своевременно снег не был убран, теперь здесь супер болото. Люди вынуждены с колясками, и в том числе маломобильные люди, вынуждены все это обходить с краюшку. А там, между прочим, очень скользко. Даже я еле прошел. Непонятно, какого черта власти Рязани не могут организовать уборку. Если у вас нет денег нанять подрядную организацию, возьмите вы бесплатных солдат-срочников с Росгвардии. Они с огромным удовольствием свалят из своих войсковых частей на целый день, заодно и пользу Родине принесут, а не то, что не будут бестолковые квадратные сугробы лепить.
Или вот вы любуетесь на благоустройство при вокзальной площади на станции Рязань-1. Собственно говоря, никакого благоустройства здесь и нет. Здесь только стоянка, на которую люди, которые, возможно, проехали 2 дня в поезде, попадают сразу же, выйдя из вагона. Очень приятно для них. Причем местное руководство какого-то черта даже не завело сюда какой-нибудь общественный транспорт. К вокзалу заезжают исключительно автомобили, а автобусы и троллейбусы дулю с маслом. Ну что же, наше путешествие по Рязани подходит к концу, а значит, настало время прятать призовую карточку. На сегодняшний день это у нас ЧС-7-203 на Ярославском направлении. Фоточка Ксловская 2016 года. Будем прятать ее на станции Рязань-1 около телефонного автомата. Погнали! Кто найдет эту карточку, получит вот такой замечательный набор открыток с локомотивами. Всего 20 штук. Это мой фирменный, такого вы нигде больше не найдете. Дорогие друзья, на этой торжественной ноте мы будем заканчивать наш обзор города Рязань. Мы посмотрели троллейбусы и автобусы. Собственно говоря, ничего другого здесь и нет. Как вы могли видеть, троллейбусы здесь в довольно печальном состоянии. Только новые модели выглядят более-менее прилично. Все ЗИУ-9 и прочее, это полные ведра, к сожалению. Если вы помните, в Екатеринбурге точно такие же старые ЗИУ-9, но они в нормальном состоянии. Что касается автобусов, то тут все более-менее нормально. Единственное только, что автобусы абсолютно грязные. Их, я так понимаю, не моют от слова совсем. Собственно говоря, в Рязань вам следует приезжать только в том случае, если вы огромный фанат МАЗов или Икарусов. И то, и этих автобусов здесь крайне мало, по пальцам можно пересчитать. Поэтому я бы не советовал вам тратить на это время. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, усики, а расскажите об этом своим друзьям. И помните, всегда носите с собой путеводитель.